Певица Тейлор Свифт спасла экономику США. Ей удалось это благодаря успеху и росту покупательной активности фанатов. Мировое турне Свифт, в рамках которого она дала 50 концертов, стало самым прибыльным в истории и принесло экономике США более 4 миллиардов евро. Финансовые аналитики журнала Fortune назвали экономический эффект от концертов певицы «Подъем Тейлор Свифт». С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. В кабинетах главнокомандующего Залужного и его сотрудников нашли прослушку. Все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов, да. Украина меняет стратегию войны, а Путин мечтает захватить через 2 года еще несколько областей. Что касается личного состава, здесь особых проблем, судя по всему, российские политические лидеры и военное командование не видят. Израиль обнаружил в Газе самый большой тоннель. По данным Цахал, он расположен всего в 400 метрах от пограничного перехода Эрес. Мы будем продолжать бороться до конца за павших и за то, чтобы обеспечить мирную жизнь. Приветствую вас, дорогие подписчики! Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас. Поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. В кабинетах Залужного и его сотрудников нашли прослушку. В офисе главнокомандующего ВСУ обнаружено устройство считывания информации, которое изготовлено из элементов неустановленного образца, поэтому это не позволяет определить установщика. Об этом написали несколько украинских СМИ. Позже стало известно, что СБУ возбудило уголовное дело за незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. В спецслужбе уточнили, что прослушку нашли не в самом кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое он в будущем мог использовать в рабочих целях. Предварительно найденное устройство не работало, его передали на экспертизу. Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что, в принципе, все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов, да. Военная тайна уже не раз становилась публичной. Немного приоткрою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности. Например, на носителях государственной тайны есть серьезные ограничения, даже по общению. Уничтожен опорный пункт российских войск, а внезапное нападение вызвало переполох. В украинской разведке подтвердили бои в Белгородской области. Ответственность за нападение на регион взял на себя Легион Свободы России. Накануне возле села Теребряно Белгородской области произошли бои. В результате был уничтожен взводный опорный пункт российских войск, сообщили в Главном управлении разведки Украины. По данным источников канала Астра, были ранены 2 российских пограничника. Противники кремлевского режима атаковали Белгородчину. Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребряно Белгородской области. В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородчине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск. Неожиданное нападение на позиции подразделения армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. По приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотический артиллерийский огонь по окрестным селам. Украина меняет стратегию в войне. Освобождение оккупированных территорий и удержание линии фронта перестает быть приоритетом. Об этом пишет военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбке, ссылаясь на свои источники в ВСУ. Теперь основная цель украинской армии – нанести россиянам как можно больше тяжелых потерь с минимальным количеством потерь в рядах украинской армии. Это, по сути, контролируемое отступление с боем. Вы создаете минное поле и наблюдаете, как на нем погибает как можно больше русских и уничтожаются их танки. А когда они пройдут, вы отступите на километр и позволите русским въехать на следующее минное поле, которое было тем временем установлено. За этой стратегией стоит надежда на достижение кульминационной точки, в которой российское наступление рухнет.
Удержание или даже возвращение территорий снова станет приоритетом только когда российские силы либо потеряют достаточно людей и техники, либо на фронт прибудет оружие, меняющее правила игры, которое позволит Украине взять инициативу в свои руки. Цель таких маневров, по данным источника Рёбки ВСУ, добиться максимально положительного коэффициента уничтожения 10 к 1 в пользу украинской армии. Как рассказал настоящему времени военный обозреватель Юрий Федоров, у России может быть достаточно человеческих ресурсов, но с техникой и вооружением огромные проблемы. Как ранее писал Бильд, РФ планирует до 2026 года захватить территории Харьковской, Запорожской и части Днепропетровской областей, а также выйти на береговую линию Днепра. И что касается личного состава, здесь особых проблем, судя по всему, российские политические лидеры и военное командование не видят. Можно мобилизовывать достаточно большое количество людей, бросать их в бой, в эту самую военную мясорубку. Здесь проблем для российского командования нет. А вот если посмотреть на цифры, характеризующие возможности российской промышленности поставлять новые танки, БМП и так далее, и количество тех самых танков и БМП, которые уничтожаются или повреждаются на фронте, то мы видим, что темпы вымывания вооружений в российской армии выше, чем темпы воспроизводства этих вооружений. Соответственно, чем дольше длится конфликт, чем дольше длится война, скажем, до 26 года или до 25-го, тем меньше, в общем, военной техники и вооружения остается в армии. В Петербурге двери квартир российских Z-блогеров Романа Сапанькова и Дмитрия Стешина залили монтажной пеной. Неизвестные испортили двери по адресам их прописки. Сапаньков обиделся, что полиция не сразу согласилась приехать по вызову, а потом еще и пригрозила за незаконную установку коридорных дверей. Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапанькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия. Израиль не готов пойти на прекращение огня в секторе Газа, несмотря на растущее международное давление, сообщил премьер Биньямин Нетаньяху. Ранее с призывом к немедленному перемирию выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в настоящее время находится в Израиле. Министры иностранных дел Великобритании и Германии также заявили, что хотели бы добиться устойчивого прекращения огня в конфликте между Израилем и Газой. Однако премьер Израиля настаивает на том, что израильтяне поддерживают продолжение наземного наступления в Газе. Воля павших – то, что руководит нами. Мы будем бороться до конца и достигнем всех наших целей. Уничтожим Хамас, освободим всех наших заложников и добьемся того, что Газа больше не станет центром террора, подстрекательства и нападения на Израиль. Мы будем продолжать бороться до конца за павших и за то, чтобы обеспечить мирную жизнь. Цахал обнаружил в Газе самый большой тоннель в истории. По данным израильской армии, он расположен всего в 400 метрах от пограничного перехода Эрес между северной частью Газы и Израилем. Там нашли большое количество оружия. Размер подземной коммуникации позволяет даже передвигаться по нему на автомобиле. Израильские военные говорят, что строительство тоннеля стоило миллионы долларов, и для этого понадобилось много лет. По сведениям Цахал, протяженность сетей тоннелей в этом районе составляет более 4 километров. В кортеж Джо Байдена врезался автомобиль. Авария произошла в городе Уилмингтон, штат Делавэр. По информации Рейтер, это произошло после того, как президент вместе с первой леди вышли из штаб-квартиры своей партии в центре города после ужина с членами команды. Супруги не пострадали и находятся в безопасности. Личность виновного в ДТП и другие детали не разглашают. Представители секретной службы утверждают, что авария была непреднамеренной.
Первые птенцы пингвинов появились в окрестностях станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. На острове Галиндес, где расположена украинская станция, ожидается вскоре настоящий бэйби-бум. Биологи станции подсчитали, сейчас там гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5300. В их гнездах насчитывается около 5000 яиц. Птицы высиживают яйца и птенцов по очереди, пока один из них остается в гнезде, другой охотится, а через несколько дней они меняются. Под полной опекой родителей малыши будут около месяца. Эх, работа мечты – считать пингвинов в Антарктиде. Согласны со мной? Напишите в комментариях. А я же на этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!